Привет, друзья! С вами Света. Приглашаю вас на свою кухню, где я сегодня буду готовить 5 разных вкусов венских вафель в ПВ варианте. На выходе каждый рецепт не превышает 200 килокалорий на 100 грамм. Первый рецепт буду готовить из мяса. Это будут мясные венские вафли или, как сейчас принято говорить, белковые венские вафли. Для приготовления данного рецепта я беру куриную грудку, измельчаю ее на небольшие кусочки, а также беру луковицу, режу ее на четвертинки и добавляю к мясу. С помощью погружного блендера все продукты измельчаю в пюре. Почему я использую погружной блендер? Это был эксперимент. Я хотела проанализировать, быстрее ли будет погружным блендером, чем в кухонном комбайне. К готовому фаршу добавляю одно яйцо, присаливаю и выбираю специи по вкусу. На этот раз я буду добавлять кориандр и немного душистого перца. Еще раз все ингредиенты пробиваю погружным блендером до однородного состояния. И уже в конце добавляю 1 столовую ложку крахмала. Перед выпечкой форму маслом я не смазывала, так как в составе преобладает большое количество мяса, оно не должно прилипать к форме. Как видно по видео, вафли прекрасно отделяются от панелей. По времени вафли выпекаются приблизительно 8-10 минут, но тут многое зависит от вафельницы. У меня мультипекарь Redman, я просто ждала 2 раза включения зеленого индикатора и доставала вафли. Мясные вафли являются прекрасным дополнением к завтраку, как вариант белка, а также идеальным вариантом для перекуса, если надо взять с собой что-то в дорогу или же просто как перекус между приемами пищи. Второй рецепт вафель – это яблочные вафли с корицей. Берем яблоко, очищаем его от кожуры и натираем на крупной терке. В принципе, яблоко можно натереть и с кожурой, но эти вафли не любят дети, кожура им не нравится, приходится яблоко чистить. К натертому яблоку добавляю сахарозаменитель стевия и чайную ложку корицы. Муку я использую овсяную, но также отдельно я добавляю овсяные хлопья. Мне очень нравится, когда выпечка благодаря овсяным хлопьям имеет своеобразный хруст. И последние ингредиенты, которые пойдут в тесто, это столовая ложка кефира и разрыхлитель. Все хорошо перемешиваем до однородности и выпекаем вафли. Вафельницу я не смазывала никаким маслом. Пеку я эти вафли не первый раз и прекрасно знаю, что они не прилипают к форме. Выпекаются эти вафли также 10 минут, но через 5 минут все пространство кухни заполняется ароматом яблока с корицей. Яблочные вафли дополняю греческим йогуртом, сверху поливаю сиропом топинамбура, он больше здесь для эстетической красоты, нежели для вкуса, и немножко орешков арахиса. Яблочные вафли с корицей прекрасно подойдут на завтрак. Останется добавить побольше клетчатки и белка. И сбалансированная тарелка на завтрак готова.
У меня на канале есть и другие интересные рецепты на завтрак из яблок. Ссылку оставлю в описании. Третий рецепт вафель – это творожные вафли с порошком зеленого чая матча. Для приготовления этих вафель я взяла творог, 2 яйца, сахарозаменитель стевия. Все перемешала и добавила порошок зеленого чая матча 1 столовую ложку. И после надо очень хорошо перемешать все ингредиенты, чтобы матча максимально растворилась в данных продуктах. В этом рецепте я буду использовать рисовую муку. К ней добавляю 1 чайную ложку разрыхлителя. Тесто в этом рецепте получается по консистенции очень густое. Обязательно панели вафельницы смазать маслом. Делаем так 1 раз, и этого будет достаточно на все количество теста. По истечению 10 минут достаю готовые вафли и осталось украсить их. Сверху добавляю греческий йогурт, и по мне идеальное сочетание матча и малины. Поэтому сверху украшаю порошком зеленого чая и сублимированной малиной. Творожные вафли получаются очень хрустящие и имеют легкое послевкусие зеленого чая. Четвертый рецепт будет морковных вафель с кунжутом. У меня есть рилс с рецептом морковных вафель, но здесь рецепт совсем другой. Для теста натираем сырую морковь на мелкой терке. К морковке добавляем 1 яйцо и 1 столовую ложку кунжута. Делаем вафли более вкуснее и ароматнее, добавляя стевию и ванилин. Еще потребуется 2 столовые ложки рисовой муки и чайная ложка разрыхлителя. Теперь хорошо все перемешиваем до однородности и будем выпекать вафли. Используя этот рецепт для вафель, придется также смазывать панели маслом, чтобы вафли не прилипли. Здесь на приготовление вафель потребуется больше времени. Минут 15. В противном случае вафли внутри будут сырые. Морковь в сочетании с кунжутом вызывает интересные вкусовые ощущения. Берем эти вафли с собой на перекус или балуем себя, когда хочется чего-то сладенького. И последний, 5-й рецепт – вафли со шпинатом и сыром. Для меня они оказались самые вкусные. Для теста потребуется шпинат, а также яйцо и твердый сыр, который я заранее потерла на мелкой терке. Сыр я беру самый минимальный по жирности, у меня был 15%. Солю и добавляю обезжиренный кефир. Здесь жира и так достаточно благодаря сыру. Все хорошо пробиваю блендером. В составе теста будет 2 вида муки. Это овсяная и рисовая. Обязательно добавляем разрыхлитель. Тесто в данном рецепте получается очень жидким. Если вам кажется, что они, возможно, не пропекутся на вашей вафельнице, то добавьте еще муки. Перед выпечкой я панели смазываю 1 раз подсолнечным маслом. Больше я масла не использую. Вафли я выпекала 15 минут, потому что тесто жидкое.
По своей структуре вафли получаются довольно мягкими. Этот рецепт идеально подходит на завтрак, особенно тем, кто не любит завтракать сладким. Сверху шпинатные вафли смазываем творожным сыром или даже греческим йогуртом. Выкладываем морепродукты, у меня это морской коктейль, и украшаем зеленым луком. Теперь этот завтрак является моим фаворитом. А какой вам рецепт понравился больше всего? Пишите в комментариях свои отзывы. Спасибо всем, кто досмотрел до конца и поставил лайк за мою работу.